Не прошло и полгода, как я просверлил вот это вот отверстие. Всем доброго времени суток. Приступаем к новой теме. Хочу сделать приспособу для изготовления круглых палочек. То есть что нам понадобится? Болгарка, дрель, это зажим, молоток, перно, сверла, в моем случае диаметр 8. Ну и самое главное, нужен какой-то материал, нужно пластины. У меня пластина такая мощная, десятка и четверочка, какие-то остатки. Ну, взял себе вспомогательные маленькие песочки. Нужно сначала почистить вот это все дело. И из этих двух деталей мы будем делать приспособу. Суть какая? Просверливается центральное отверстие под предполагаемую круглую палочку, которая у нас будет уже на выходе. И с небольшим перекрытием сверлится еще один, где будет своего рода как бы режущая кромка. Для чего вот этот вот кусочек? Этот вот кусочек будет стоять рядом, он будет тут заточен. Я его заточу просто вот этим вот лепестком крутом, болгаркой. Можно на наждаке под приблизительно сделаю 45 градусов, там будет видно, подходит, не подходит, может нужно острее. Материал, заготовка под изготовление палочек будет квадрат 9 на 9, к примеру. Чтобы ее срезала, вот это вот детали служит. Все, что нужно будет сделать ножом, это заточить кончик нашей заготовки квадратной, чтобы первоначально ее туда запустить. Пока это все теория, пока я еще этого не сделал. Как видел в интернете, делают элементарно и быстро. Я не знаю, как получится у меня, но мы все посмотрим. Начнем с очистки нашего материала. Вот как-то так. Может быть, чище не нужно. Ну что, блестит, как у кота. Ну что, берем дрель, ставим сверло. Еще раз напоминаю, сверло нужно брать такое, которое вы хотите, чтобы на выходе у вас была палочка. Я беру 8. Кстати, вот эти палочки очень хорошо в домашних условиях идут как шканты. Сделать ее сколько угодно, из твердой породы, из любой. Я буду пробовать делать из мягкой, но не знаю, как получится. Вообще-то их нужно сделать из твердой. Использую дрель фирмы Ребер. Вы знаете, я доволен этой фирмой. Это Латвия. Во-первых, недорогие. Во-вторых, неприхотливые, а в-третьих, каждому инструменту щетки в комплекте безопасные. Мелочь, но приятно. Ну все, пробуем. Маслечко я использую моторное, такое вот зелененькое. И вперед. Не прошло и полгода, как я просверлил вот это вот отверстие. Металлическую стружку лучше поубирать сразу из зоны работы, чтобы потом было уже не поздно. Теперь нужно просверлить еще отверстие, чтобы оно немного перекрывало, чтобы у нас была маленькая режущая кромка. Можно сделать в одном месте, можно сделать в нескольких местах. Я вот сделал одно сверление восьмерочкой, и сейчас с небольшим перекрытием этой же восьмерочкой я сверлю на глубину 2 мм. Ну вот что у меня получилось. Немножко далеко я все-таки взял второе сверление. Кромка вышла, но вышла почти вровень с отверстием основным. Может быть, оно и так будет работать. Но я думаю, наверное, возьму сейчас немножко большее сверло, 9 или 10. И попробую сделать немножко пошире, чтобы был зуб лучше, вот эта режущая кромка. Сверлышко 9,2. Сделал, немножко больше выбрал.
если видно там. Кромка получилась уже ровнее. Что теперь нужно? Нужно просверлить отверстие в этой детали. Диаметр, в принципе, значения не имеет. Я выберу такой, какой у меня есть болтик, чтобы его прикрутить. Нужно будет еще шайбочка, чтобы немножко приподнять его от основной детали, чтобы она не приклинивала, его можно было регулировать. Выставляется все это дело так. Вот у нас есть зуб, режущий угол. Сначала равняется от центра нашего основного отверстия, сдвигается в сторону по центру и выставляется так, чтобы не было касания к нашему основному отверстию, оставался где-то миллиметр, и просверливаем вот это все вместе. После этого можно будет регулировать. Нужно оно для того, чтобы снимать предварительно вот этот квадрат. Напилил вот таких вот квадратных палочек 10 на 9 где-то такие получились. И сейчас из них попробую делать круглые палочки на 8. Палочку, чтобы она сначала хорошо зашла, нужно подзаточить. Еще очень важный момент. Вот тут между этими двумя деталями должен быть зазор. Так как стружка будет сюда набиваться, где режущий зуб. И все, то есть палочка сначала вроде бы пойдет, только стружка набивается, все, палочка останавливается. То есть она его подклинивает. Я выставил зазор через маленькую прокладочку из дерева. И просто зажал тисками, выставил. Вставляем нашу дверь. Пробуем. Как вы видите, палочка готова. Возьму старый круг, уже забитый полностью, короче, в хлам. Отлично. Ставим палец вверх, кому понравилось. Снял из дрели, как мы видим, съем идет в 2 захода. Основным зубом, то есть на наш диаметр, и вот первичным зубом, вот этим, он снимает вот этот вот квадрат наш. И намного лучше она туда идет и быстро. Взял 180-очку мелкую. Сейчас буду немножко подшлифовывать палочки. У нас выходит отличная поверхность. Вот и все. Все удалось, все получилось. Надеюсь, вы поставите лайк этому видео. Конечно же, напишите комментарий, поделитесь с друзьями, соцсети, канал Telegram, вы все знаете. Всем добра, удачи, пока.